Друзья, всем привет! Подходит уже к концу ивент, который был запущен на трехлетие игры, и разработчики сразу немедля запускают еще одно новое обновление. Оно не такое, конечно, масштабное, как нам бы хотелось, но тем не менее новое обновление выходит. Оно уже доступно на всех устройствах, как на Android, так и на iOS, что очень и очень радует. И сегодня мы поговорим именно про это обновление. Посмотрим, что ввели нового, что интересного и насколько они упростили жизнь обычным игрокам. Но перед тем, как приступить к обновлению, ребят, хотел вас попросить обязательно подписываться на канал, ставить большие пальцы этому видео. Это помогает каналу развиваться еще быстрее. А также в столь сложные времена хотел вас попросить, если вы хотите поддержать как-то канал, я ссылочки оставляю все под видео. Также можете становиться спонсорами канала на YouTube или же в Патреоне, за что вам будет отдельное спасибо и большой-большой респект. Ну и в принципе, я думаю, что мы уже можем приступить к обновлению, поговорим, что же все-таки разработчики ввели для нас интересного. Итак, первое, что разработчики вводят по традиции с каждым обновлением, это новая глава, номер 38, «Заброшенный храм». Эта глава будет доступна для игры как в обычном режиме, так и в героическом. В главе всего 30 этажей, что есть очень хорошо, потому что, в принципе, проходится довольно-таки быстро. Вы не тратите много времени, чтобы пройти 50 этажей. Ну и что говорить уже по золоту, я думаю, что здесь будет выпадать больше всего. Если, например, в 28 главе мне выпадает около 100 тысяч золота, то в этой главе я думаю, что золото будет достигать уже 200 тысяч. Я еще, к сожалению, не дошел до нее, но я думаю, что в скором времени это изменится, потому что я планирую проходить быстрее главы. Ну и для самых внимательных. Вы, наверное, обратили внимание, что сейчас открытие быстрого рейда составляет всего 2 раза. То бишь надо пройти всего 2 раза главу, чтобы вы смогли открыть быстрый рейд. Это очень круто. Вам теперь не надо проходить по 5 раз главу, чтобы открыть этот рейд. Ну и, соответственно, вы знаете тоже, чем выше глава, тем больше дроп с этой главы в быстром рейде. Теперь осталось только одно, чтобы разработчики нам увеличили количество рейдов. Не знаю, хотя бы до 20, а может быть и до 25. Это бы очень сильно сократило времени провождения в игре. Что вы думаете на этот план? Следующее нововведение, на мой взгляд, одно таких из самых топовых, это то, что мы теперь можем разбирать наших драконов. Смотрите на скрин, вы видите, что если вы поставите дракона в ячейку, да, и нажмете на сбросить, то вы вернете все ресурсы, которые вы потратили на его прокачку. Но это, к сожалению, вам будет стоить кристаллов. Я смотрю, что в принципе не так много, у меня дракон всего лишь 11 уровня, и мне надо потратить всего 20 кристаллов. Лично для меня эта новость очень хорошая, потому что раньше, чтобы вынять все, что вы влили в дракона, надо было вам делать новую градацию. Например, с фиолетового на ультрафиолетовый, и тогда вы только смогли бы вернуть все ресурсы. Сейчас же можно, в принципе, качать и А-класс, потому что вы в любой момент сможете вернуть все, что вы потратили. Единственное, да, что вы будете тратить кристаллы. На мой взгляд, это нововведение реально топовое, и теперь вы попросту не будете особо париться. Прокачивайте сейчас своих А-класс драконов, когда вы уже получите S-класс или SS-класс, тогда вы сможете перелить все, что вы потратили именно в этих топовых драконов. Ну а мы двигаемся дальше. Знаете, я так заметил, что это обновление по большей степени под оптимизацию подлетело. И смотрите, что теперь мы можем сделать. Любые вещи мы можем прокачать сразу на максимальное количество уровней. То есть у нас появляется кнопка «Максимальное улучшение», и если у вас хватает свитков, золота, то вы сразу сможете, например, прокачать свой демонический меч Град, или будет то лук, или, например, яркая мантия сразу до того уровня, насколько у вас хватает ресурсов. Это тоже очень сильно сокращает время провождения в игре, не надо долго клацать, не надо долго ждать, пока вы прокачаете ту или иную шмотку. Одним кликом вы можете прокачать абсолютно все. Двигаемся дальше, и у нас появляются новые ачивки, которые мы можем получить за прокачку драконов, за их градацию, что тоже есть очень хорошо, потому что кристаллов, в принципе, никогда не хватает, а дополнительные кристаллы — это то, что нам нужно. И следующее, о чем хотел поговорить, это немножечко измененный интерфейс легендарного челленджа. Теперь у вас, вы видите, что находится Battle Pass в самом низу. Ну, сделали немножко красивей. На этом, в принципе, все, и мы двигаемся дальше к новым нововведениям.
И тут, наверное, самое интересное. У нас появляется два новых камня, два новых самоцвета. Это первый бирюза. Он нам дает максимальный запас здоровья, причем больше, чем другие камни, а также дает максимальные мана пауэр. То есть, соответственно, у нас маны будет больше, и таким образом мы чаще сможем использовать своих драконов. Это может быть очень круто заходить в те моменты, когда вы подходите к финальному боссу, а у вас маны просто нету. Таким образом, ее будет, вернее, больше, и вы чаще сможете пользоваться своими драконами. Как по мне, в принципе, неплохо. Ну и еще один камень, который нам вводят, это аметист. И он дает нам защиту от урона от столкновений плюс 400, а также получите мана пауэр в случае ранения плюс 7%. Это 7% вы получите на 12 уровне. По-моему, если не ошибаюсь, на первом уровне вы получите всего 2%. То есть тоже, что в принципе есть довольно-таки неплохо. И да, единственная проблема это в том, что надо долго собирать эти камни, потому что они только введены. Про какой-то топ говорить, например, будут ли аметист и бирюза намного круче, чем другие, пока рано, потому что действительно их очень мало падает сейчас, и надо смотреть, насколько они будут эффективно заходить в игру. Ну и если еще пару слов про бирюзу. Если же дракона введут в PvP режим, то бирюза, наверное, будет одним из топовых камней. Ну а мы двигаемся дальше. Сейчас, ребят, к вашему вниманию будет некие отрезки роликов, где у нас появляются новые скиллы. Это призыв волкодава. Давайте посмотрим, как это все работает. Таких скиллов, вернее, добавили достаточно большое количество, но то, что мне выпало сейчас, мы можем это посмотреть. Вы призываете, по сути, волкодава, который начинает бить мобов, которые вас атакуют. Ну, довольно-таки неплохо, я скажу вам так. Следующий скилл, который мне выпадает, это аура уклонения. Ну, интересно посмотреть, как это работает. И время от времени значительно улучшает уворот. Ну, давайте глянем, посмотрим, насколько мобы по мне будут попадать, и уворот будет проходить или нет. Ну, я вижу, что первый мисс у меня прошел довольно-таки интересно. Возможно, эти скиллы будут одними из таких топовых, и их надо будет постоянно брать. Но давайте еще, смотрите, ну вот, видите, еще один мисс, еще один был. Ну, довольно-таки классно. Я считаю, что этот скилл по праву может занять высокие места в рейтинге скиллов. Ну и, пожалуй, на сегодня последний скилл – это уклонение в атаке. Это то, что мне выпадало, но, честно говоря, вот я убил и босса, и сейчас я пойду на мобов, но я не увидел, что он так хорошо работает, как предыдущий. То есть я так понимаю, что когда вы в движении, в атаке, то по вам должны проходить миссы. Но я был в атаке, в принципе, постоянно, а по мне урон постоянно проходил. Еще добавлено такое небольшое количество скиллов, которые мне, в принципе, пока что не выпадали, но когда они мне выпадут, я уже тоже буду понимать, насколько хорошо они работают. Ну что ж, ребят, такими обновлениями нас порадовали сегодня разработчики. Я считаю, что обновление довольно-таки хорошее, потому что много чего не было введено, но была введена максимальная оптимизация прокачки оружия, возвращение ресурсов с драконов, новые аметисты, новая глава, новые скиллы. Ну, довольно-таки все интересно. Если у вас есть какие-то наблюдения по скиллам, обязательно пишите мне об этом в комментарии, чтобы я тоже понимал, насколько они крутые или насколько они плохи, брать их или нет. Потому что сейчас у нас выбор в скиллах вообще изобилие, и мы можем выбирать абсолютно любой. Ну что ж, ребят, я думаю, что вам ролик понравился. Если так, то поставьте, пожалуйста, большие пальцы вверх. Еще раз прошу вас подписаться на канал, становитесь спонсорами на канале, как на YouTube, так и на Патреоне. Ну а также вы можете канал поддержать другими любыми способами. Все ссылочки я оставлю под видосом. На этом мы будем с вами прощаться и увидим же уже совсем скоро на стриме в воскресенье. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.